Всем привет! Сегодня я просто хочу поболтать, немного рассказать о себе, чем последнее время занимаюсь и почему я так медленно работаю с нашим жакетом, с нашим проектом. Дело в том, что я снова начала худеть. В центр аппаратной коррекции фигуры я хожу довольно давно уже, наверное, где-то месяца 3, но поначалу я начала худеть, а потом я встала на месте. Как бы цель моя не похудеть, а немножко скорректировать фигуру, да, все вы знаете, если вы за мной наблюдаете, если вы смотрите мои видео, если вы смотрите, повторяете за мной, как я шью и крою, вы все знаете, что у меня разница между обхватом бедер и обхватом груди 2 сантиметра. В пользу, конечно же, груди. Ну, не конечно же, а у меня так. Значит, смотрите, что я хочу. Во-первых, я как стала ходить в этот центр, у меня обхват бедер еще уменьшился на 1 сантиметр, а обхват груди увеличился еще на 2. То есть, представляете вот эту разницу, да? Почему грудь увеличилась, я не могу понять, хотя у меня получается по весу немного пошел плюс. Немного, совсем немного. И я сейчас по рекомендации загрузила себе, закачала программу по подсчету калорий. То есть я сейчас контролирую, что я ем, контролирую свою еду. Раньше я делала так, то есть как мне в центре, вот еще 2 года назад, да, в прошлом году вернее, мне сказали, что нужно есть, просто положили, допустим, показали запрещенные продукты, и нужно есть все, что хочешь, кроме этих запрещенных продуктов, но 250 грамм за один прием пищи. То есть вся еда должна быть 250 грамм. Я так, в принципе, и ела. В прошлом году я похудела, как вы знаете, на 7 килограмм. В этом году у меня просто вот встал вес и все. То есть я поправилась, опять же, за этот год, свой вес возобновила. И хотя нет, у меня в прошлом году было 63, в этом году максимум 62. Но все равно это для меня это много. И вес просто встал. Вот я его набрала, как до 62, он просто встал. Ну, иногда прыгает там 61,7, 61,5, даже 61,4 было, но не меньше. В общем, я решила, что нужно контролировать, что я ем. Я очень долго искала нормальную программу, но вот нашла только сейчас, и то по рекомендации. Ну и что еще? Я стала бегать по утрам, правда, не на улице и не по 15 минут рекомендованных, а я всего бегаю, ну, начала с 3 минут, потому что это для меня тяжело. То есть, если ты никогда не бегал, то тебе тяжело действительно, на самом деле. Я начала с 3 минут, бегаю только 3 дня, при этом контролирую свою еду, вот этот вот калорий. Там не только калории, там, то есть есть, показывают, сколько ты съел жиров, белков, углеводов, то есть там много чего, да. И, естественно, это не просто там какая-то программа непонятно откуда. Естественно, когда ты регистрируешься в этой программе, ты заполняешь полностью подробную анкету. То есть сколько лет, как живешь, то есть, ну, какая активность у тебя, какие болезни, ну, то есть много, да, вот этого всего, вот этих всех нюансов ты заполняешь, вопросы отвечаешь, то есть отвечаешь на вопросы. Вот. Ну и, конечно же, здесь написано, сколько ты, то есть ты там пишешь, сколько ты хочешь сбросить, до какого веса. Вот. И тебе, конечно же, рекомендации дают. У меня рекомендация съедать 1500 калорий в день, но при этом там есть определенное количество жиров, белков и углеводов. В общем, о чем я? О том, что это классная программа. Тут, кстати, не только калории, белки, жиры и углеводы. Здесь еще показаны, что вы съедаете, допустим, полезные какие-то вещества, да, то есть тут все расписано. Здесь можно в этой программе внести, чем вы занимаетесь, допустим, какая у вас физическая нагрузка, да, вот я стала бегать, я записываю бег, тут можно завести какие-то напоминалочки, когда тебе выпить воды, когда тебе тренироваться, когда тебе завтрак, обед и ужин. Ну, как бы я и так уже как бы второй год, получается, я
контролирую свой прием пищи, да, и, конечно же, по времени. По крайней мере, стараюсь. Иногда, конечно, срываюсь, иногда вечером я могу съесть какую-нибудь конфетку. Очень-очень это плохо, но вот бывает, да, у меня бывает вечером я ем семечки, скорее всего, из-за семечек я и держала вес на плаву, то есть он у меня не уменьшался. Вот. Что касается сахара, я не люблю чай без сахара. Ну, просто вот, но не люблю. А чай, ну, как можно без чая прожить, да? Можно, конечно. Я 2 месяца жила. Почему? Потому что мне, вот когда первый раз я пошла в прошлом году в центр, мне там запретили вообще сладкое, поэтому я 2 месяца продержалась без сладкого. Я, конечно, я еще раз говорю, у меня там вообще просто было так жестко все, то есть это нельзя, то нельзя. И я прям вот соблюдала, прям вот тютелька в тютельку всю эту диету. Вот. И я действительно похудела очень хорошо. Но я не выдержала, честно вам скажу, девочки, я не выдержала жизни без сахара, поэтому я начала есть сахар и, ну как, я прям не ложками, ну то есть не пачками его ем, да, по чуть-чуть, я просто немножко подсластить сахар, допустим, чай, сахар с лимоном, и это, кстати, не так уж прям и калорийно, и тут не так уж много в этом всем жиров, белков и углеводов, ну то есть вот чай с сахаром попить, в принципе, можно. В чем много жиров? Это печенье, вафли. Я иногда этим балуюсь, да. И, допустим, я даже вот в этой программе, вот 3 дня подряд я специально ем, вот, допустим, вчера я ела, у меня получается печенюшки, сейчас я посмотрю вчерашний день, значит, у меня вчера были печенье на завтрак, печенье Любятово 91 грамм. Это, по-моему, 4 печенюшки, 91 грамм. 414 калорий сразу, да, 4 печенюшки. Плюс я съела 20 грамм масла, то есть я мазала на печенюшки масло, делала вот такой вот сэндвич из печенья. Дальше, 1 кружка чая 240 миллилитров. И вот это все у меня получилось, то есть вообще вот кружка, чай с лимоном и сахаром 25 калорий всего, представляете? То есть это как бы не так уж и много. В итоге все равно я за день набрала всего 1300 калорий в первый день, 1300 калорий, то есть 1303 калории в первый день, 1316 калорий во второй день. И вот в этот сегодня у меня как бы планируется 1196 калорий. Я не знаю, вот знаете, когда я начинала только соображать вот с этими калориями, для меня это был вообще темный лес. Господи, у меня, по-моему, даже был такой дичайший стресс, что мне как-то надо высчитывать калории, это просто было невозможно. И эта программа просто спасение какое-то. Если вам интересно, кстати, напишите в комментарии под этим видео, я тоже вам скину, ну, то есть я скину в общую группу вот эту вот программу подсчета калорий, жиров, белков, углеводов, всяких витаминов и так далее. То есть программа очень суперская, мне она очень понравилась. И что важно, девочки, сегодня утром я встала на весы, у меня еще неделю назад был вес 62, 61,9, и вот он так держался. Вот буквально вот несколько дней, даже, наверное, неделю он так держался. А сегодня я встала с утра на весы, у меня ровно 61. Я не поверила своим глазам. Вчера у меня минус 200, опять же это показывает программа. Вчера минус 200, сегодня минус, по-моему, 300. То есть вот представьте себе, да? Хотя нет такого, что я там не доедаю. Вот я не знаю, от чего это так. Может быть, это действительно самовнушение. То есть у меня было такое, вот буквально уже на той неделе, я приходила в свой салон, и говорю, девочки, у меня ничего не происходит. Я уже не знаю, надо к вам ходить или не надо. А я уже записалась вплоть до 5 декабря, то есть мне, ну, я уже заплатила, да, ну куда, деньги возвращать назад, что ли? Нет. Вот, я уже заплатила, мне нужно ходить, как бы неудобно будет. Вот, поэтому, ну и уже вот плакалась, что у меня вот стоит вес и все, ну вот 100 грамм плюс-минус и все, и никак. Девчонки уже просто не знают, что со мной делать. А тут вот хоп, и что это? Бег на месте в течение 5 минут или подсчет калорий? Ну, скорее всего, возможно, потому что подсчет калорий, то есть ты ставишь, что ты планируешь кушать,
сразу идешь на, то есть тебе сразу показывают твои калории, сразу идешь на другая там страничка, перелистываешь, и там показывают, сколько жиров, белков и углеводов тебе нужно съесть за весь день. То есть вот сколько ты себе запланировала. Ну и естественно ты, ага, там что-то много, допустим, углеводов или много белков, и ты начинаешь корректировать эту еду. И уже потом, уже по этому списку столько там, допустим, столько грамм гречки, ну или там крупы какой-то, столько грамм мяса, какого мяса, тут все можно выбрать. То есть вот это вот прям суперская программа, тут все можно выбрать, есть все. Даже вафли или печенье, тут название, макароны, если ты ешь, прям название, там у каждого названия свои калории, свои жиры, белки и углеводы. То есть тебе не нужно искать, вставлять в программу, сколько ты съела там жиров, белков и углеводов, тебе все показывают. Ты только пишешь, что ты съела и название. Допустим, огурчик, там столько-то грамм огурчика, ты записываешь в программу, столько-то грамм огурчика, тебе показывают. То есть вообще суперская программа, и скорее всего из-за этого у меня прям уже вот за эти 3-4 дня последних у меня прям пошел результат. Сегодня я 61. И, кстати, к чему я вообще все это начала говорить? Ну, во-первых, для тех, кому, возможно, интересно, как я живу и что вообще у меня происходит, да, в жизни. Почему я, кстати, на этой неделе, я не помню, когда я последний раз работала на этой неделе. Вот честно вам скажу, потому что у меня на этой неделе вот эта вот беготня, то туда, то сюда, то, короче, пятое, десятое, в общем, не знаю, у меня вот получается как-то вот руки не доходят. Сегодня я, кстати, постараюсь снять следующую серию, 8-ю часть, 8-е видео по созданию жакета. И она будет коротенькая, то есть сегодня я буду дублировать детали. Будем говорить, какие детали дублировать нужно, не нужно, какие можно не дублировать, зачем их дублировать, чем их дублировать, как их дублировать. То есть все вот это вот будем говорить. Я надеюсь, что она будет коротенькая, хотя я уже сейчас только расписала. В общем, я думаю, о чем? Вернусь к тому, что к чему я все это говорю. Во-первых, да, возможно, кому-то интересно, и кто-то подзарядится моей вот этой энергией, да, и кого-то я, может быть, заражу на это дело. То есть контроль калорий, да, контроль поедания, контроль пищи, приема. Вот. Кстати, насчет того, что взвешивать, я взвешиваю, но у меня бывает, что и не 250, а, допустим, 200 еда общая получилась, или 300, или даже 400, и у меня нет тяжести. Вот. Во-вторых, я к тому, что я уже раскроила свой жакет, я уже все, у меня готовы все детали, и я думаю, если я вдруг сейчас похудею, я же как бы планирую носить этот жакет, если я вдруг похудею, не буду ли я в нем как вешалка в этом жакете. Но, однако же, я думаю, что нет. Я не думаю, что у меня прям обхват груди сильно похудеет. Он у меня, наверное, просто уже как бы сильно-то и не хотелось. Да, кстати, я сейчас еще запланировала занятие, что-то типа аэробики. Вот раньше, помните, не фитнес там прям, не силовые какие-то упражнения, а именно вот такие релаксирующие, как это вот называется, пилатес или аэробика или гимнастика. Ну, то есть вот именно в домашних условиях я запланировала себе вот это вот. Почему? Потому что кстати, вот опять мысль перескочила. Для чего я это делаю? Для того, чтобы вроде как я худею, то есть мне нужно сбросить жир в некоторых местах, но я не хочу, чтобы уменьшалась, например, допустим, у меня пятая точка, да, она у меня и так маленькая, ну куда уже уменьшаться? Я хочу где-то что-то, мышцы какие-то подкачать, да, то есть я хочу подтянуть кожу, может быть, ну то есть что-то где-то, ну в общем я решила, что это все в совокупности даст какой-то хороший результат. Я очень на это надеюсь. Тем более я на пенсии, работа у меня такая, что могу работать, могу отложить, то есть и время, да, я могу выбирать работы. Ну, то есть у меня вот как бы есть возможность заниматься вот этим вот, заниматься собой. Поэтому я решила, что все-таки нужно мне это не для того, чтобы быть красивой, а для того, чтобы быть легкой для себя.
То есть, допустим, я уберусь дома, я уже устала. Я помою посуду, мне хочется посидеть. Ну, то есть, вот есть такое, да, поэтому я хочу себе немножечко так вот, ну, себя подзарядить. И, конечно же, результат, который я вижу уже за несколько дней, результат меня подталкивает заниматься этим дальше. Еще почему я этим занимаюсь? Я давно уже об этом думала. Я хотела ходить в фитнес-зал, но мне муж почему-то отговаривает меня. Ну или там ходи и бегай, ну, на беговой дорожке. Ну, как бы мне этого мало, мне кажется, бегать. Да еще и при всех там, извините, жиром трясти тоже не хочется, да, там я пару раз туда сходила, даже не пару раз, я ходила туда месяц, когда-то я еще работала, мы решили с подругой, ну как, она была моя начальница, я была ее заместителем, и мы как-то подружились, и мы до сих пор дружим, да, уже сколько лет прошло, и мы вот с ней решили ходить, месяц мы проходили, но мы месяц не доходили. Во-первых, мы с ней не очень-то фигуристые, да, скажем так, то есть, ну нет в нас такого, что там вот смотришь на девчонок, которые туда ходят, просто вот супер звезды, да, супер вот эти вот прям фигуристые, как будто они туда годами ходят и вот. А мы там жирком потрясти решили. Ну, в общем, как-то не хочется. Поэтому хотелось все это дома. Я много раз пыталась, начинала дома какие-то вот видео на Ютубе находила, да, но я от них устаю. Понимаете, там получается, допустим, написано название видео для начинающих разминка. Девочки, я в этой разминке так устала. Это только разминка? 15 минут разминка, но это разминка в таком темпе, я говорю, вот прям вот в темпе таком. Ну, я устала действительно, сердечко вот так вот задребезжало, а я тогда еще весила 63 килограмма, это вот как раз в прошлом году. После этого я стала ходить в центр. Вот. Ну, то есть там одна разминка меня просто убила, а что будет после конкретных вот этих вот занятий? Так я же там вообще упаду и не встану. Поэтому вот я говорю, я очень долго к этому шла, я очень долго искала, где, что, как. Ну и решила. В общем, это пока мой маленький секретик. Я не буду выдавать сейчас все секреты. Если все будет замечательно, все получится, я обязательно о нем расскажу. Но да, я нашла, ну, скажем так, не программу, а я кое-что нашла, что мне поможет подтянуть мышцы. Вот. В общем, я думаю, что на сегодня все. На сегодня я рассказала все. Мне уже скоро, через 10 минут обедать. Мне нужно подготовиться, все взвесить. Вот. Я надеюсь, что я вас заражу вот этим вот моей энергией вот этой. И я надеюсь, что многие из вас тоже начнут заниматься, особенно девочки, кто на пенсии. Я думаю, что 5-15 минут занятия собой, ну, вреда не принесет, скажем так. Если у меня все получится, я обязательно скину вам, во-первых, я сейчас скину вам, ну, то есть, да, вы пишите в комментарии, если вам нужно, если вам это интересно, скину вам программу, да, в которой вы можете подсчитывать свои калории, если вам, опять же, интересно. И если вам будет интересно, и если вам понравится мой результат, конечно же, я озвучу чуть позже, да, ну, когда он будет, вот, я вам обязательно дам ссылочку того, где я это нашла. Вот. Ну а на сегодня всем пока. Ставьте лайки, поддержите меня, пожалуйста, морально. Ну, лайки или сердечки, или какие-нибудь интересные смайлики. Можете даже дизлайки ставить, если вам не интересно. Вот, я увижу, кому не интересно. Ну, в общем, на сегодня всем пока. До новых встреч.